Была идея назвать, что тарифная тряска. Но слово тряска уже так заебало, брат, пиздец. Привіт, далого стріму, врятував душний вечір. Да, у нас-то, блядь, циркуляция тут воздуха вообще капитальная. Если пастор, то только кровавый. Но это только у нас, блядь, Штунда может исполнять обязанности президента какое-то время. Потом удивляются результатам. Доллар по 8 это в Америке будет доллар по 8. $1 будет $8 стоить теперь. Вообще меня, наверное, разозлило единственное, что я сделал, пока готовился к стриму, а готовиться я начал в 6 часов вечера. Это то, что я посмотрел секретаря казначейства интервью у Трахера Карлсона. Думаю, у США товарів, які може запропонувати імпортувати наш стрімлер, достатньо як агропродукції, так і балабольства, то йому тарифи не страшні, согласен. Блять, у меня эти утки начали нестись, что ебанутые. Яйца несут вообще всю кругом, блять, яйца. Я вам скидывал фото, то было... Ну, когда я его, блядь, скинул, тогда и было. То кучка была. Я пришел, там, блядь, все обложено яйцами левыми какими-то. И нашли они именно место, типа, для откладывания яиц в каком-то, блядь, самой жопе двора. У меня такая лютая мусорка за гаражами, лютейшая. Они нашли там какой-то сдуло где-то, когда у меня крыша упала, короче, пенопласт. Разорвали нахуй этот пенопласт. И там, ну, вообще просто адская мусорка. И в той адской мусорке они решили, что классная идея была бы откладывать яйца. Типа сарай их личный огромный. Не, сарай нахуй. Их загон личный. Не, загон тоже нахуй. Какое-то может любое другое... Нет, мы хотим мусорку лютую. Ну вот, да. Короче, так в чем мысль? Вот типа вот там какая-то старая, старючая, вообще доисторическая табуретка, которую еще ромы делали. Там какие-то, блядь, начали мне писать, что гвозди как-то забиты, блядь, что забиты и загнуты. Вообще ебанько. Ну, в общем... Вот там вот то кладку решила сделать мама утка. Но сегодня я пришел и рядом с ней обнаружил еще яйца. Левые просто лежат. Никто их не высиживает. Я ж думаю, как, что делать? Я взял те яйца и подложил их в кладку к той утке, которая высиживает. Может, она их тоже высидит? Хуй его знает. А яйца я не пробовал, да как-то и нет желания эти утиные яйца есть, ну, вообще никакого. Вот куриные я ел, да, там их пить можно, вот то что-то там, ну, жарить, понятно. Гвозди, это мне напомнило, как меня дед доебывал, что мужчина должен забивать гвозди уметь. Мужчина должен уметь забивать гвозди. И меня так в детстве это напрягало. Ну, в детстве я, блядь, писюн был, мне лет 5 нахуй было. Он мне дает нахуй вот этот здоровенный такой советский молоток, тяжеленный, охуенно, знаете, такой, которым это королей забивают. Такой тяжелый, блядь. И вот этот самый, блядь, здоровый шиферный гвоздь. И представьте, я вот эта кнопка, да, блядь, пытаюсь забить тот гвоздь шиферный. Я сейчас его хуй забью. До отказу, типа, в брусок. Это ж пиздец. Сегодня криптодонатів не буде, без обид, Дэн. А когда они были? То когда они были, эти дни можно посчитать по пальцам. Но я прощаю. Мне какие-нибудь донаты, бо я вообще... Может, я такой злой, кстати, потому что бабки кончились полностью нахуй. Ну, те, что на тачку, те есть. Но кроме этого нет, блядь. А надо что-то жрать. Короче, блядь. Ну, мы про деньги еще поговорим. Сейчас вообще всем тяжело. Деньги, деньги, деньги. У нас були качки в селі, яйця їли вареними і жареними. Різниці з куркою немає, якщо не знати, що качині яйця. Цікаво. Ну, я их уже подложил туда к той утке, посмотрим, что будет. Просто они какое-то время полежали на холоде, может им пизда, уже ничего не вылупится с них. Может вообще только хуже всем станет, хер его знает. Так, есть же автоматический молоток. Блять, автоматический молоток, я как, блять, электровеник. Автоматический молоток. Ну, есть пневматический молоток, но то не то, ти їм шиферний гвоздь не засандалиш, конечно. Готовий до Пасхи? Да ні, не готовий, ще ж багато часу. Які шанси на перемир'я на Пасху двох православних держав? Ну от, якщо учитувати фактор двох православних, то, наверное, нульовий. Дивіться, друзі, тут можна зібрати Байрактар. Байрактар буде летіти, бомбити Кремль. Байрактар можна зібрати, кожен може зібрати дома Байрактар. Байрактарович, Байрактаренко, Байрактаров. Байрактар це міністр оборони України. Удачного... Ага, да. Що то... Ага.
Илон Маск в очередной раз опозорился на стриме, у него мотня была рваная, и на стриме играя в Puzzle в Exile 2. Не смог убить первого босса в обучении. Как такому человеку доверяют вопросы бюджетных трат и запуска ракет? Ну ты сравнил, запуск ракет и бюджетные траты это одно, а первый босс это другое. Я бы наоборот человеку, который может убить первого босса в обучении, нихуя бы не доверил. Но есть момент, что, ну я тоже еще тот знаток, но вроде как он там как-то преподносил себя как большого эксперта вот в этой игре. И оказывается напиздел. Это, конечно, уже хуже. Ну тоже, да, плохо то, что спалился. Если чиновник плохо врет, некачественно, это же, ну, главное качество чиновника и политика хорошо и качественно, массово, убедительно врать. Если он с этим не справляется, он автоматически плохой чиновник. Правильно? Ну, если сейчас сказать, что в травне мир, то как сегодня заставить солдата в окопе сидеть? Я не знаю. А если солдату сказать, что мира вообще не будет, то что? Как его заставить сидеть? Его ж там, ну, не этим заставляют сидеть. Его там заставляют сидеть сроками, уголовными делами, да, там. Ну, типа, разные есть инструменты. Я, блядь, пацаны, наверное, на какое-то время перестану стримить, реально. Не то, що я устав, просто щось сенсу менше стало значно. Значення меньше смысла стало. У меня жинка уехала на 2 недели. Я, наверное, просто буду 2 недели пить пиво. Скачал сериал «Кто есть Америка» Барона Коэна. Коэн классный. Пора играть в видеоигры. Можно, кстати, можно. Видеоигры. У меня есть эта обезьяна. Вот эта Вуконг. Она сильно на нервы действует. У меня есть вот этот ремастер мощный GTA Vice City. Помните, был такой сайт GTA Vice City.ru. Ну и еще куча каких-то более мусорных игр. Очень дорогая игра No Man's Sky. Полное говнище. Вот, наверное, самое мое большое разочарование из покупок. Когда-то в начале войны я купил ее, и это, ну, просто бабки на ветер. На самолетах мы летать с вами будем, ой, как, блядь, не скоро. Интересно, кстати, основным спонсором моих самолетов выступал Артемчук. Я не знаю, он есть, нет. Он купил F-16, который, ну, тогда еще не очень дорого стоил, но все равно дорого. Но летать мы не будем, потому что я удалил данную игру, потому что она занимала 300 гигабайт, блядь. 300 гигабайт, у меня тупо кончилось место. Ты уже сколько банок успел опустошить после отъезда жены? Банок, может банок поднять? Ни одной я ничего не успел сделать. Что ты купишь еще HDD, SSD на 500 ю, я тебе что, миллиардер? Бабок нет, я тебе рассказывал. Стримы не окупаются. Мы как Росов, только еще вообще, блядь, полные неудачники. Ну, я, да, это не мы, а я имеется в виду. В третьего Ведьмака там отсылки на политику и военкомат в каждом диалоге. Я что-то не могу опять повторно начать играть в Ведьмак, несмотря на то, что я его не прошел. Но я вот когда играл в Ведьмак, давненько очень, да, до войны, я думал, блядь, какой по-ебанутому жестокий мир они сделали, да. Но я понял потом, что это похоже на мир реально чего-то раздираемого войной. Например, как Украина. Подключение к чату, заебись. Чё-то заметил, что все меньше людей на мове стали говорить. Походу договорнячок скоро. Ну я не знаю, опыт у нас у всех разный, но согласиться с тобой я не могу. Мне кажется, конечно, наоборот. Как говорится, я твой род наоборот. Кто сколько платит за тариф на телефоне? Vodafone просит 360 гривен, совсем оборзели. Нихуя не платим. Я плачу, типа, ну, надо позвонить, бля. Вот, кстати, вывозом буду заниматься говнища завтра всякого. Веток, хуеток, буду пытаться что-то сделать. Надо старый диван вывести. Еще какой-то мусор, короче. Надо буде дзвонить. Гамно наше бы откачало. Бо уже там подвинься сами. Ну, короче. То я как делаю? Беру, 20 гривен засылаю и делаю свои дела. Потом денег нет. Старый Девенс отправляется туда, куда следует, на помойку. Ну, в целом, ты знаешь, это был набор, диван, ну ты, я не помню, ты из Украины чи не, диван и 2 кресла. Кресла в андосе стоят.
И это очень, типа, с длинной историей набор мебели. Был у моих родителей в квартире, а купили вот этот набор в Киевском доме мебели на бульваре Дружбы Народов. Сейчас этот бульвар как-то переименовали, хуй знает как, неважно. Ну вы поняли, где там такое здание с такой крышей специфической, ну в общем, красивое. Жалко расставаться, но в остальном это ужасная мебель, конечно. Ну, то есть там, видать, был какой-то поролон, что-то, и он, видимо, уже издох от времени. Коты изодрали полностью коты изодрали. Но главное, жопа болит сидеть вот. Ну, это ж какая, что-то там так сделали, что вот, ну, жопа отнимается. Отнимается жопа, пока сидишь. А у кресла задача какая? Главное, чтобы сидеть на кресле было удобно. Если на нем вот оно главную задачу не выполняет, на нем сидеть не выходит, то это хуйня. Как же плохо Лиам Нисон косит под Лесли Нильсона. Кто-то какой-то скидывал трейлер. Это, конечно, я думаю, полная будет кринжатура. О, там скинули классику. Это, видимо, вот то, где денег нет. Это один из моих реально любимых, вот, одна из моих любимейших шуток из Южного парка, где он э, Стэн принес свои деньги, там какие-то первые в банк. А у нас раз денег нет. ЛСД це типа лідери суспільної думки, походу, ахуєть. Я сьогодні прифігел від тупості наших лідерів суспільної думки. Один відстоював тезу, що у нас треба вводити смертну кару. Анальна кара. Смертну кару. А інший казав, що при нашій судово-правовій системі прийде всім кирдик і відстоював переконливо цю позицію. Але ніяка аргументація не допомогла. Чому навіть на перший погляд розумні люди не розуміють, що смертна кара буде відразу повернута проти ворогів тримачів влади? Чому думають, що якщо вони самі не будуть зловживати у свій термін, то їх наступники не будуть зловживати такими серйозними інструментами? Ну, можно просто сказать, что они идиоты тупорылые, как оно и есть, да. Ну, наверное, тут скорее на них влияют какие-то эмоции. Ну, хочется расправы. А кому не хочется? Я вот смотрю, как люди жируют, и явно они вознеслись сейчас на каких-то очень нечестных и очень кровавых деньгах, да. Хочется, чтобы они, конечно, умерли, да. Это было бы справедливо вполне. И с такими эмоциями сложно бороться. А люди обычно вообще не хотят ни с чем бороться. Ну вот, думаю, такой ответ. Кличко задекларировал роялти со своего персонажа в той игре про бокс. Знаю я этого любителя бокса. Молодец какой. Прикольно. Ну, то есть, похуй, конечно. Кличка там, блядь, какие-то такие перемоги. Мне страшно, нахуй. Это, наверное, какой-то сильный знак про то, что президенту пизда скоро. Какие-то там перемоги нереальные. Смотрел, ну, тот фрагмент, конечно, да, его Елисеич где-то расторпонил, где вот эта Михайлова выступает с какой-то обличительной речью. Это многое говорит, там, ви розкрали Київ, а що робити, якщо ви розкрали Київ? І ніхто не покараний. Я знаю, що робити. Далі розкрасть Київ вообще до основання. Це наскільки сторінок в тебе цей блокнот зелений? Жирна падлюка. Я жирна падлюка? Может, ты жирна подлюка? Ты блокнот полный кал. Я его никуда не ношу, а он вот так позорно разорвался. Видите, блядь, просто разорвался. При том, что это, блядь, Лёйтрум, нахуй, дорогой. А на скільки сторінок, я хуй знаю, он почти закончился. Давай посмотрим. Да, блядь, ну ты можешь просто... Ача! 219. Ну, видимо... ну, реально на 219 страниц. Все, не буду у сумної вівці більше продажів. Чого? Бля, если будете что покупать у сумней вивці, пишите, что вы у меня это нашли, это было бы здорово. Я бы купил какой-то блокнот сумной вивці, но там везде формат мелкий, к сожалению, для моих целей не подходит. Ну вот как этот закончится, то я куплю, наверное, назад Малискин, как был у меня перед этим. Он лучше по качеству, а цена, ну такая же, по-моему, может даже чуть дешевле. Сумну вівцю порвала. Не, ну это не сумна вівця. Сумна вівця вот лежить. Не знаю, блядь, этот блокнот завел, называется суперпланивник. Я думал, он мне как-то, блядь, поможет в жизни. Тут, короче, ну, например, финансы можно подводить. Одни нулі і убитки. Можна, ну, от дивіться, блядь, як виглядає сторінка, нахуй. Час прокидання, час засинання,
Стабильно вышел, час засинания 3 ночи, час прокидания 12 часов дня. Ну, лучше стабильно хотя бы. Дальше вы послушайте, вы только вдумайтесь, блядь, да? Ранкові ритуали. Ранкові ритуали. У меня это умыться, качки, гантели, убрать говно котов. Ну, коты, обычно пишу. Коты, лотки. Всегда это так. То есть я просто одно і то же пишу кожен день. Що зробить цей день особливим? Если в дне нет нихуя, я пишу продвинуться по видео Гренландии, никогда не продвигаюсь. Если это день стрима, хороший стрім. Що зробить цей день особливим? Ну, тут, типа, справи, понятно, і найважливіше на сьогодні. Я пишу, що там найважливіше, это либо жрачку приготовить, либо стрім, либо вот как что-то разродиться на какую-то работу. Дальше ви вдумайтесь, яке піклування про себе було? От ви як ответите на вопрос, яке піклування про себе було? Кого я только не доебывал этим вопросом. Все мне говорят, что типа, ну, надо писать туда то, что типа вот ты для себя делал. Ну, я все делаю для себя. Ну, типа какой-то там отдых, условно, там, с друзьями созвонился в Дисе, в что-то поиграли, да. Это типа піклування про себе. То есть, если ты пьешь пиво, например, и смотришь сериал, это, в принципе, тоже піклування про себе. Друзі, далеко не конець. Що мене наблизило до щастя? Що мене наблизило до щастя? Тоже сидишь, думаешь, нихуя ж не наблизило. Ну, пишу обычно, что что-то, что я именно сделал, там, ну, вот буквально, что за день сделал, там, сгребал листья, условно говоря, это приближение к счастью. Дальше. Що надихнуло сьогодні? Ну, ничего, кроме музыки, обычно не надыхая. Все остальное демотивирует. Ну вот, и я понял, что я, наверное, зря такой блокнот завел. Тут в конце недели есть, типа, какой-то некий трекер звичок. С мене жінка очень смеялась, что я сюда в трекер звичок писал вредные привычки. Типа, скурил столько-то пачек. Ха-ха, это имелось в виду трекер звичок, типа, не про вредные привычки, блядь. Это в конце недели. В конце недели тут есть, типа, 3 цілі цього тижня. Ну, про прошлое, про неделю прошедшую ты пишешь, какие там 3 цели. И, ну, я их пишу, но я же их не достиг, блядь, какая разница. Ну, и там по дням, что ты в них сделал. А в начале этого, как бы, блока, да, о неделе, который, как бы, результат недели подводит, вдячності цього тижня. Вдячності цього тижня, типа. Благодарности этой недели. Кому я благодарен? Всегда только 2 слова. Бог родители у меня. Ну, некому больше быть благодарным. Ну, в общем, вот так. И, ну, я понял, что, наверное, это просто трата. Кто раздумывает над покупкой такого блокнота, чтобы там или что-то структурировать, или что-то дисциплинировать. Я просто трачу время на переписывание одного и того же каждый день. Ну вот. Ну, в тебе і фамілія. Полтос. Дякую за полтос. На покупку коров'ього вимені, аби стрімер не здох. Дякую. Коровье вымя бывает, продается. Но это жестко. Мне теперь вся корова, любая, сука, корова ассоциируется с темой такой вот. Это мне тоже напоминает, как вот это Лем Климов корову расстрелял плохой. Мне... Да, да, блядь. Напоминает вот эта любая теперь часть коров, вот такой типа вымя, напоминает историю, э, да, как, короче, мой друг фронтовик делился историей, где у них разорвало корову там здесь в боевых действиях, и они ее готовили. Это, блядь, такая... Ну, вроде ничего такого, но все равно пиздец. Не интересовался изучением языков, например, арабский. Английский бы выучить, да. Арабский. Сейчас, как я понимаю, переводчики такие востребованы, конечно. А там еще можно перепутать самолет и оказаться случайно в другой стране вроде как. Конечно, я... Когда, помню, выпустился с бакалавриата и начал смотреть вакансии какие-то, то я понял, что это очень круто было бы. Ну, блядь, это что же, язык выучить, это нихуя себе. Не поле перейти, да? Может, в этом и суть? Чтобы блокнот тебе показал, как сильно ты недоволен своей жизнью и сделал что-то. Видео по Гренландии. Но он же никак этому не способствует. Ну, то есть, не знаю, он как бы не показывает, что я чем-то недоволен. Всегда может быть хуже.
Що зробить цей день особливим? Криптодонати. Да, криптодонаты, конечно, это было бы особенно приятно. Но сейчас даже не приходится надеяться. А що там за тип у чаті каже, сидів в тюрмі 3 роки? Це в натурі? Конечно, в натурі. А, это, наверное, вот этот блокнот имели в виду Жирнич. Я понял. А я про этот подумал. Ну я и дурак, блядь. Да. Ну да, если про этот блокнот, то я вже об'яснив. Це сумна вівця, і це не то, що блокнот, планівник, планер, бля. Очень круто было бы оказаться в другой стране. Не, ну а кто скажет, что не круто в таких условиях, да? Ну не очень приятно быть в полурабстві, правда? У нашого президента чому не на фронті проблеми тільки з Кличком, а також з парламентом. Офіс хоче поставити свого генпрокурора вже з півроку, бо ВО генпрокурора, що у нас зараз не може по закону виписувати арешти депутатів, а народні представники не хочуть на себе ще один інструмент впливу зі сторони офісу. За Рахамію посралися і нікому тепер збирати голоси ні на що суттєво для Бонефтіка. Може Кличко чує, куди вітер дує. Ви, главное, не пишите в поиске в Телеграме Арахамия. Как я искал на днях его страницу официальную. Ты тоже, наверное, понял где-то в рамках вот этой линии разреза, как ты написал между ОП и им. А что сказать еще тебе? Да. Ну а что мы-то нам говорит, блядь? О чем-то очень плохом будущем. Тебе сложно представить, чтобы ты полюбил свою рутину. Но я ее не ненавижу, в смысле, какую рутину? Ну, то есть, не знаю, что тебе сказать. Кажуть, син Наталії Мосійчук не в ТЦК, бо він вже служить у ЗСМ Збройних силах мами. Командир на... Син Мосійчук, блядь, ти поміняв нікнейм. Сука, Збройних силах мами. Командир Наталя, спецоперація уникнення відповідальності. Браво. Шалом. Крякаюча качка, приближення щастю. Увесистый. Буданов выдал новую базу. А я и тут даже не выписывал хуйню. Очень понравилось. Глядишь, и Зеля скоро будет говорить, что кто не воюет, не гражданин Украины. Он это уже много раз говорил. Он говорил, что есть люди, которые воюют, есть люди, которые, ну, тоже там соучаствуют. А есть люди, которые, сука, есть такие крысы, которые просто съебались и не при делах. Як ті той чувак, який каже, що працювати в ТЦК складніше, ніж воювати. Це голова Пологівського ТЦК, при тому, що ті пологи вроді в окупації з самого початку війни. Ну да, известно, що цей Пологівський ТЦК, блядь, голова ТЦК был много раз пойман за нетрезвое вождение. Ну, мне кажется, ничего такого нет в том, чтобы немного мэкнуть и покататься. К тому же, если ты працюешь в ТЦК. Ну, то есть не понимаю осуждения реально. Если б я працював в ТЦК, то я б, конечно, теж мекнув і катався. Я б тільки так і їздив синім, якщо чесно. Стосовно думки, що, як ти пишеш, як він каже, що працювати в ТЦК складніше, ніж воювати, ну, йому видніше, я йому вірю, бо він працює в ТЦК. Я думаю, много что тяжелее. Ну, а вообще, типа, просто ебловать как тяжело. Всегда надо придумывать, чем заняться. Это нереальный труд, если задуматься. Такие мысли, в общем. Кто не дает свои деньги на армию вместо тех, что украли, тот выписан из украинцев. Честно говоря, бля, удивительно плоский, ну пока что. Надеюсь, там будет какой-то взрыв семени. Но на данный момент, бля, удивительно плоский следующий вот цикл, да, электоральный. Из тех кандидатов, которые, вероятно, будут, да, которым пророчат какое-то участие политическое. Генерал Залужный, блядь, Зеленский, кого мы уже знаем. Вот, Буданов, возможно, где-то, да. Это полный ад вообще. Безнадега, как говорится. Это правда. Я, стоя в очереди военкомата, общался с охранником, и он говорил, что ему не нрав стоять и слушать, как его поносят загнанные туда граждане. Отсчитывал дни, когда вернется на фронт. Да, блин. Может такое быть. Сейчас вообще никому не сладко, а кому сейчас легко. І ось, у мене за останні дні на думці про можливий провал правого повороту. Трамп дискредитує всі здорові тези його передвиборчої кампанії і разом топить всіх нормальних людей своїми закидонами з тарифами. Почнеться рецесія через тарифи, кранти правим у всьому світі на 10-15 років. І будемо жити при Харрісах та Страмерах. С одной стороны, ну мне так на это похуй, честно говоря.
А договорятся, отменят тарифы. Не договорятся, не отменят. В Америке начнется адовая рецессия. Республиканцев разъебендят, как бог черепаху. На меня это, честно говоря, вообще никак, блядь, не повлияет. Если я продолжу жить в Украине, будет просто полная все равно жопа, вне зависимости от развития этих сценариев реально. Вот. В общем, какого-то сочувствия я что-то не чувствую. Пахнет травой, эта сигарета мерзкая. Это, если что, граф. А вдруг кому-то сейчас легко, ну от сину Ющенка, думаю. Бачив новину про альтушок і твіттерських стукачів, радіючих репресіям альтернативно одягнутих. О, цікаве запитання. Ну, бачив, звісно, краєм ока у Твіттері. Ну, звісно, тут зрозуміла дуже проста формула. Якщо оця твіттерська худоба сама потворна, якщо вона щось підтримує, це, звісно, відразу погано. Не потрібно навіть багато думати. Ну, если серьезно, то я не знаю, какая там история, за что там тех детей щемят, понятия не имею. Но наверняка плохо, наверняка плохо. Это вроде в рамках этой истории кто-то хотел кинуть гранату в этих детей, я це засуджую, наверное, на Твиче такое даже говорить нельзя. И так далее. А дети вечные дети, это дети, детьми, этими. Устами младенца глаголит истина. Что имеется в виду, что дети, которые уже начали пить реву, то есть им за 15 лет, где-то в районе 15, они ничего не боятся, бо детей не бьют, не забивают. Ну, им обычно ничего не бывает, поэтому они бесстрашные. И вот они реально лакмусовая бумажка общества. На них реально видно, какие настроения, как что на что реагирует. Вот. И ничего с этим не сделаешь. Ты хоть 500 підручників випусти з історії України, де там Зеленский не втік, и вообще класс, и там партия сказала надо, комсомол ответил есть. Можно вообще их эту стопку підручників сделать огромной, самой большой в мире, это абсолютно не поможет. Ну от так. Хтось регався у Тхрец. Я такої клоаки ніде не бачив. Гірша промивка мізків, ніж, вибачте, 2Ч. А, 2Ч. Причому при тому масовіша. Вірю, но не регався. Респи програють, деми приходять до влади. А при демах завжди штатам гірше. Навіть коли погано. На жаль, коли погано штатом, то всім ще гірше. Особливо бандустанам, як ми. Ну, надо понять, что с нами будет в ближайший год. Что там Буданов сказал? Буданов сказал, что альтушки будут запрещены в Киеве. В каком издании он это сказал? Не могу ничего нагуглить, а хотелось бы посмеяться. Ну, это я придумал. На самом деле он выпустил... Ну, как выпустил? У него взяли интервью. Кстати, такая, наверное, первая его реально заметная публичная активность с того момента, как у него какие-то напряжения появились с главой вице-президента Ермаком. И он затих на какое-то время именно вот из такой прям громкой, заметной публичной активности. Вот, и он дал какое-то интервью, где там, ну, сказал, що, короче, хто не причасний до війни ніяк, навіть на економічному фронті, той не гіден називатися громадянином України. Он не продолжает мысль, что ну давайте таких людей лишим гражданства, и они смогут выехать из страны. Ну, это было бы справедливо. Хоть и не знаю, насколько законно в целом. Ну нет, просто типа вот такое у него мнение. Еще что-то сказал, но это не важно абсолютно, мне кажется. Вот правый поворот, ожидание снижения налогов, разрешение оружия, традиционные ценности, реальность, бьем альтушек. Но это же не у нас правый поворот. У нас поворот всегда одинаковый. Довольно забавно читать, там есть такая лошадь, она вроде бы приглашенный эксперт на грунте, как экономист. У нее там какое-то важное 2 высших, 3 высших всевышних каких-то западных вузов образования, экономических, по-моему. Никнейм у нее в Твиттере Олеся. Я не знаю, какое имя, фамилия, неважно, в принципе. И вот эта Олеся, это человек, например, которому принадлежат слова, например, да, такое экспертное мнение, как там какие-то достижения важнейшие экономические показывали Аргентины, и она сказала, ну вот, народ Аргентины наконец-то взялся за ум и проголосовал наконец-то за непопулистов. Ну и такого порядка. И вот сейчас довольно забавно читать их реакцию на введение тарифов Трампом о том, что там, блядь, буде подорожчання для населения на фоне того, что они всегда поддерживали репрессивную экономическую политику
куда более драконскую по отношению к куда более бедному населению в Украине, да, всегда поддерживали все повышения налогов, ну, вот это все всегда поддерживали. При том, что, как я сказал, на беднейшем населении абсолютно нет никакого, блядь, там чего-то, что можно защитить, да, то есть протекционизм должен защищать. В Украине нехуй защитить, да, там. Это только чтобы отнять ваши деньги. Ну, в общем, это забавно довольно читать их теперь посты с этими двойными стандартами, что, блядь, как он может? Это же население сбеднее, ну как? Как? Как он так может делать? Боже, этот господин, в смысле американец, уплатит за все. Посмотрите, как он их разоряет. Гля, полетела моль. Короче, ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. Здорово, всего хорошего тебе, как сам? Сам нормально. Светов и Папич одобряют альтушек. Папича бы в офис президента взять. Как говорится, младший сигма-бой, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Как говорится. Кстати, я все маме рассказываю, что слышу, пишет сын Масичук. Он говорит, в общем, сын Масичук, что я все маме рассказываю, что слышу тут, а потом она с дядями все обсуждает. Спасибо за новости, не за что. Передавай привет мамуле. Надеюсь, она меня помнит. Я только что пока... Я только что покакала. Спасибо за внимание, Полина. Поля, с облегчением вас. У Банишеда всегда была какая-то хрень с населением. Сначала большой рост населения, а потом все от старости вздыхают. Вот, там типа именно реальное выживание в Банишеде. То болячка какая-то нападет, то еще что-то. В острове такого нема. Там именно проиграть, наверное, невозможно. Купив великий зі звичками і малий просто пустий. То той весь великий баті подарував, а в маленькому записую, скільки дінзля продав сусіду. Клас. Клас. Хто буде купляти блокноти сумної вівці, обов'язково напишіть, що я вам їх порадив. Мені було дуже приємно. Слышал, что отец того переговорщика Дмитриева, тоже такое слышал, который Гарвард, Стэнфорд, состоит в Национальной академии наук Украины и живет в Киеве. Абсолютно ебанутый таймлайн. Подтвердить бы это, ну, то есть я не знаю, сколько эта инфа верифицируема. Вот. Ну, а так-то там дедов полно в НАН Украины. Интересно. Тоже об этом где-то читал, но ни одного пруфа на эту тему нет. Не удивлюсь, если це фікція. Тимошенко сказала, що перемога в Дупні. 15 дупня. Інфа 100%. Дупні. Цікавий місяць, но я в місяцях погано розбираюся. Може і в Дупні. Есть еще Life is Feudal. По сути, банишет на максималке. Я думал, Life is Strange. Это тоже банишет на максималке. Не подарили мне Викторию. Кстати, да. Вот установил назад Европу Universalis, зашел. Полное говно. Блин, мне кажется, они как-то испортили игру. Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные 50% пошлины на товары Китая, если Китай не отменит пошлины на американские товары, сообщает Bloomberg. Хочу заказать очень мощный прогрессивный лоток для котов с Тему. Как вы думаете, это реально? Вы знали, что есть фильм по книге автобиографии, которую написал Вэнс. Как раз пересматривал Барат 2 недавно. У меня 2 кота. Одного зовут Сапун, вторую кошку зовут Чепуха. Довольно забавно, когда ее там болели они, то я возил в Киеве, блядь, там в этот, сука, на проспекте Лобановского в какую-то клинику, то там они как-то минжевались называть кошку Чепуха. И поэтому казали Чепуха. Це ваша кошка Чепуха? Чепуха и Супун. Супун. Ну, Супун, ладно, но Чепуха? Чепуха. Не помню, как клиника называлась, но помню, что там, когда едешь туда на машине при въезде, там написано «Не-не-не-не, капибара поспешая». Чепуха. 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 Мне кажется, что я вообще в какую-то стадию уже ебанутую вошел своего ментального состояния. Ну, в общем, друзья, в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. Название стрима звучит как «Тарифы Кала. Отвал биржи». Тарифы, обвалы бирж, все пророчат какие-то страшные экономические кризисы.
И, ну вот, с меня еще тот экономист. Но выглядит убедительно, хотя понимаю, что я читаю об этом всегда из источников, которые к Трампу абсолютно не лояльны, да, лояльны к демократической партии. Так что не удивлюсь, если не будет рецессии, не будет там, блядь, коллапса глобальной торговли и других вещей. А может и будет, может и будет. Ну, я свое мнение уже в прошлый раз на этот счет сказал. Но теперь, когда добавились вот эти биржи и вот этот вайб, ну, наверное, какой-то есть такое даже направление стиля, мне кажется, в какой-то эстетике краха бирж, где вот там инвесторы прогорают, разоряются. Я читал где-то, что на каком-то там сабреддите в какой-то ветке, в ветке, посвященной инвестициям, самое популярное сейчас сообщение — это горячая линия поддержки от суицидов, да. И это мне напомнило, конечно, то, что я недавно на днях и всем вам советую пересмотреть вторую часть фильма «Борат». Она полностью сейчас вот абсолютно попадает во время, абсолютно попадает в ситуацию, в которой оказалась Украина. И более того, там в начале, ну, рассказывают, в чем суть будет второй части, да, в чем теперь миссия журналиста казахского. И там рассказывают, что Казахстан из-за испорченных отношений с США оказался в таком кризисе, что казахские инвесторы вынуждены прыгать из окон небоскребов, и там показывают кадр, где из какой-то заброшки бомжатника прыгает какой-то бомж. И это моя ситуация, я, конечно, страшно прогорел на этих инвестициях. Меня реально удивляют люди, которые пишут, что попали в какой-то убыток. Да. Ну, в общем, да, вам говорили, покупайте военные облигации, а вы не покупали. С ними ничего не случилось. Тоже, кстати, наткнулся на этот ТикТок, где человек рассказывал, что он там покупал облигации и купил их на 60 тысяч гривен. Чи щось там таке. А это, ну, там, даже не 2000, да, долларов. И уже заработал с них 25 тысяч гривен. Ну, в общем, очень прибыльно. Думаю, сейчас самое время покупать. Так вот, ну, из интересного, связанного с тарифами, пожалуй, и того, что нельзя отнести к антитрамповской пропаганде, да, такой волк последнего десятилетия республиканской политики, волк Тед Круз дал комментарий, не помню чему, Financial Times, возможно, и сказал, что в случае, ну такая вещь понятная, конечно, что в случае, если рецессия действительно начнется в США, ну, я думаю, вы эту новость видели, да, то на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году кровавая баня ожидает республиканцев, полный разгром. Похоже на правду, но тут, конечно, ключевое, кто это говорит, да, то есть какой он вес имеет в республиканской среде, и, ну, что он дает такой комментарий, это настораживает. Это далеко не тот голос, который выступал там против Трампа, который бы, не знаю, писал комментарии на каком-то Wall Street Journal и так далее. Вот. Что сформировало мое настроение сегодня? Я посмотрел, не все, конечно, не все, конечно, времени не было, посмотрел интервью Скотта Бессента, не знаю, секретарь казначейства США, или на наши деньги министр финансов США, да, его интервью я посмотрел у Такера Карлсона. Ну, понятно, да, думаю, не нужно давать очередную характеристику Такеру Карлсону, но, конечно, тоже немного расстраивает, конечно, торжество этой гниды. Ну вот, посмотрел я это интервью, не смотрел все, хотя там, ну, про тарифы довольно интересно. Я репостил на днях какой-то комментарий Белковского, да, политолога, или можно сказать политолога, в общем, про тарифы, и он там очень в комедийном стиле сравнивает Трампа с Лениным. И довольно забавно, что вот то, что я услышал про тарифы, это то, что там, ну, тарифы хорошо, тарифы для рабочих. Ну, понятно, что для рабочих, но очень это перекликается с той мыслью, что Трамп вождь пролетарской революции.
Ну, в общем, да, посмотрел я это интервью, там не слушал про тарифы, про Украину ключевое мне было послушать. В общем, Скотт Бессент рассказывал, как он приезжал в Киев. Он ничего, кстати, не сказал о том, что его заставили ждать или что-то такое. Нет, он рассказывал о том, что были бомбардировки. Понятно, что он сам дает позитивную, ну, он лицо заинтересованное определенно, да, не стоит там, думаю, в полной мере верить всему, что он говорит, и все перспективы и характеристики, которые он рисует этой минеральной сделке. Ну да, там он рассказывает, как он приезжал в Киев с этой минеральной сделкой, с его глаз хронология событий такая. Он говорит, я решил, что лучше я лично приеду в Киев и на таком уровне представлю президенту Зеленскому эту сделку. Я приехал, говорю, подписывай. Он говорит, я не буду подписывать, я подпишу ее в Мюнхене, на Мюнхенской конференции. Ну, то есть там в Европе, в общем, где будет Джей Ди Венс, вице-президент США, и Марко Рубио, как госсекретарь, да, как министр иностранных дел. Он, говорит, то поехал и нихуя там не подписал, а начал толкать какие-то, ну, антиамериканские телеги. Антиамериканские телеги. Потом, ну, договорились там уже на этой конференции, что подпишут в Вашингтоне. В Вашингтоне полетит в Вашингтон. Ну, а в Вашингтоне вы видели, что случилось. Случился скандал вот этот, да, президент Зеленский, эмоции взяли вверх, колдун был послан нахуй и так далее. Вот так это было, в общем, ну, со слов его, кому интересна эта хронология и какой, в общем, какое настроение. Какое настроение. Ну и, типа, заканчивая эту мысль, получается так, что, ну, Зеленский вообще какой-то ебанат. Ебанат, ебанашка. И, ну, Такер Карлсон спрашивает, а вот этот, как он это проговаривает, Такер Карлсон, что вот этот неизбранный президент, но он вообще избранный, реально избранный, честно победивший. Ну, наверное, он имеет в виду, что типа выборов нет, да, сейчас. Вот этот неизбранный, блядь, президент вот этой коррумпированной страны, чиновники которой существуют за наши деньги. Что с ним не так, типа, почему? Что такое, что с ним не так? Ну, понимаете, тон такой, я это не первый раз говорю, это было и в овальном кабинете. Опять-таки, винить в этом некого, кроме нашего руководства последнего десятка лет. Тон такой, да, и настроение такое, как будто бы родители говорят о каком-то проебе ребенка, да, от третьего лица, что ну вот он такой, блядь, шалопай, созваниваются с кем-то. Я это и тогда говорил, и сейчас то же самое, да, оценка такая, то есть какой-то, блядь, шалопайстый ребенок какой-то. Ну и вот, да, об этом ребенке они говорят, ну и, а чё Зеленский такой? А ему Скотт Бессен говорит, ну, ты знаешь, потому что он вообще актер, клоун, блядь, там он говорит, актер Водевиля, который попал в вот такие обстоятельства, типа очень тяжелые вызовы на него свалились, на президента Зеленского, к которым он был не готов. И там он выделяет интересную деталь, за которую уже уцепились какие-то заинтересованные люди в Украине, как, например, Нардеп Залезняк обратил внимание на это мое. Он говорит о том, что да, ну еще и его советники, ну типа какие-то тоже мудачки, советы дают хуевые. Хуевые, ну в общем вот так говорит Скотт Бессент. И Нардеп Залезняк пишет, что посмотрел там это интервью этому Такеру Карлсону, да, посмотрел это интервью Скотта Бессента. Говорит, интересная там деталь, что Скотт Бессент выделяет именно окружение президента. И говорит, а вы знаете, что именно вот этот секретарь казначейства, да, именно вот этот министр финансов, именно этот орган исполнительной власти занимается санкциями, разработкой санкций, ну, в общем, направление санкций в его видении. Вы знали об этом, говорит? И вот, видите, они уже выделяют окружение президента Зеленского. Ну, понятно, он там какие-то свои перемоги это пишет. Это довольно забавно, потому что буквально прошлый раз, я когда это прочел, этот комментарий нардепа Залезняка, я сразу... Он вроде, кстати, Железняк, а не Залезняк, мне сказали. Я когда его прочел, то улыбнулся, потому что вспомнил, что буквально недавно этот же министр финансов США Скотт Бессент, по-моему, на интервью Fox News сказал такую вещь, которая тоже многое говорит о его обизданности в вопросе санкций, да, о его осведомленности. Он сказал, когда его спросили, почему тарифов, ну, обсуждался этот вопрос, почему тарифы на Россию не были введены, он сказал, что ну мы же вроде с ними не торгуем, они же под санкциями. Ну, в общем, при том, что они торгуют, и это известно, и об этом много написано. Сейчас уже версия поменялась. Сейчас версия такая, сказал ее уже советник Белого дома по экономике какой-то.
что санкции не были введены, потому что переговоры ведутся с Москвой, да. На самом деле много с кем ведутся переговоры, много по каким линиям, но это не помешало вводить санкции, да. В каком-то смысле переговоры по ТикТоку тоже переговоры, но санкции это не помешало ввести и вроде как навредить этой сделке, да. Ну, в общем, это просто на тему того, что, мне кажется, нардеп Залезняк нам и манипулюя в этом вопросе. Манипулюя, но это все не так просто. Ну, как я уже сказал, доверять в полной мере не стоит. Заинтересованный человек, понятно, он в самых радужных красках описывает эту сделку. Он говорит, что это часть важная мирной сделки. Мы бы Путину и всем показали, что мы не бросаем Украину вот этой сделкой. Ни слова о том, что это несправедливо, в том смысле, что несправедливо объявлять то, что не было долгами, долгами задним числом. Ну, вообще, в принципе, никак это не может быть справедливо нигде. Там об этом ни слова, сделка прекрасная. Она абсолютно, типа, обоюдно э, выгодная, естественно. Говорит, что это хорошее партнерство, а не как китайские кредиты кабальные, где там надо полстраны продать, полстраны поставить в зависимость и так далее, и так далее. Вот. Но как одну из причин, тоже довольно забавно, как одну из причин сопротивления этой сделки, да, сил, которые ей сопротивляются, Скотт Бессент, он прямым текстом говорит, что, ну, в условиях этой сделки мы будем, что тоже, наверное, не очень уже и равноправно получается, но он говорит, мы будем контролировать финансовые потоки, и сейчас определенные, ну, в общем, коррумпированные, там он говорит, ну, люди, у которых руки там в казну тянутся, да, украинскую, ну, к финансовым потокам, определенные заинтересованные люди, коррупционеры, в общем, этому сопротивляются в Украине. Вот. Я это просто к чему, что уже теперь понятно, если Украина откажется от этой сделки, одно из обвинений будет, что коррупционеры, их мнение в Украине взяло верх. Ну, это просто уже как бы вытекает из вот этого мнения. Вот. Хорошо. Потом его Такер Карсон спрашивает, будет ли аудит. Будет ли аудит, ну такие давно разговоры ходят, будет ли аудит помощи Украине. Будет ли аудит помощи Украине. На что Скотт Бессент отвечает, не знаю, типа. Говорит, не знаю, но из контекста, да, и поставленного вопроса, и потом всех остальных дополнительных слов к нему добавленных, да, суммируя это с тем, что коррупционеры сопротивляются, суммируя это и с тем действительно, что окружение президента какие-то ебанько. Ну, мало того, что ебанько, еще и всем хорошо известно, кто давно наблюдает за украинской политикой, что действительно коррупционные схемы, ну, это, наверное, связано с природой, да, такой власти постсоветской в Украине, где коррупция важный инструмент поддержания власти, ну, в общем, важный инструмент, да. Действительно, многие коррупционные схемы, ну, все сходятся в офисе президента. Может, не непосредственно на президенте, да, но мы помним ту историю с Шурмой, который курировал энергетику, был смотрящим за энергетикой, да, и это был не секрет. Да, в общем, курировал энергетику, при этом его брат занимался энергетическим бизнесом в Украине, зеленой энергетикой. И там была коррупционная схема. Ну, то есть чистейший, классический, прямой конфликт интересов, самый вот наглядный. И это еще они там рекламировали. То есть Шурма встречался с какими-то там, блядь, чиновниками западными. Они этот вопрос задавали. Ну, в общем, полный позор. И, в общем, к чему, что как бы он, конечно, улыбается, отвечает, что нет, типа, ну, он не нет, говорит, он говорит, не знаю, будет ли аудит, но очевидно, что будет аудит, если Украина откажется от сделки. По-моему, очевидно, что это такая завуалированная угроза. Да, я думаю, вот так. То есть, как бы перспективы такие, не очень радужные в плане отказа по сделке. Ну, я эту новость не писал, но вы знаете, наверное, что какая-то там наша группа техническая поедет в Вашингтон, и там будет, ну, как-то детали этой сделки обсуждать. Понятно, что не стоит надеяться на какое-то кардинальное смягчение позиций. Они не отступят от основных положений, а именно основные положения нам и неприемлемы. Это большая проблема. Я так и не понял, кто поедет. Но вроде как конечное, что поедет какая-то команда, в том числе Свириденко, министр экономики, да. Вроде как те же люди, да, как я понял, поедут. Но до этого говорили, что наши интересы Украины, и это меня, ну, тоже тревожные мысли.
Поедет представлять наши интересы какая-то юридическая фирма. Не знаю, что тут юридического, какие там юридические тонкости, когда они такую бычку включили в Америке. Дело не в юридических тонкостях точно, да. Ну и понятно, что, ну, мне показалось, что президент Зеленский и того все президента видят возможность съехать по какому-то конфликту с евроинтеграционными процессами в Украине. Понятно, что, наверное, не получится точно. Там плевали на такое, конечно. Скажем, моя бабка, срали и мазали. Ну, вообще, им, думаю, не очень интересно, как там оно у нас конфликтует, не конфликтует с евроинтеграцией. Ну да, я подумал, что тогда, когда читал эти новости, что Украину и ее интересы будет представлять какая-то юридическая фирма, у меня сложилось впечатление, что уже как бы хоронят потихоньку в офисе президента эту идею. Но тем не менее, как я сейчас понял, ну последнее, что я читал, поедет все-таки какие-то поедут наши представители, да, там, виконавчої влады, да, исполнительной власти. Ну, в общем, вот так. Да, довольно еще интересную деталь я забыл. Вот она меня, пожалуй, выбесила больше всего. Обсуждая, ну, вот отвечая, скажем так, на вот эту фразу Такера Карлсона, где он говорит о том, что невыбранный президент Зеленский и его вот это коррумпированное окружение, его вот эти чиновники, которые получают деньги американских налогоплательщиков и еще типа какие-то с нас права качают неблагодарные, да, ему на это вы не поверите. Ему на это министр финансов США Скотт Бессент отвечает. Ну, их любимая тема пенсии. В США пенсии не так устроены, как в Европе. Он говорит, да, Такер Карлсон, что чиновники эти, еще мы и пенсии им спонсируем. Ему на это отвечает министр финансов Скотт Бессент, говорит, а вы знали, что в Украине еще и самый низкий пенсионный возраст в Европе? Говорит, самый низкий пенсионный возраст в Европе 60 лет. И тот, да, ну, да, 60 лет, да, говорит, а вы знаете, во Франции там 65. Это, конечно, все здорово, но на самом деле не очень точно, потому что вот этот вопрос пенсий, да, и выхода на пенсию, он еще связан в Украине, блядь, со стажем, да, то есть там, чтобы выйти в 60 лет, надо, наверное, на шахте работать 40 лет, вот. Но это мелочи. Наверное, главное, что стоило сказать, а не дакать, да, про неблагодарных украинцев, это все очень унизительно. Ну, слушать это охуенно унизительно, когда отчитывают, ну, целый народ, как ребенка. Но опять-таки, кто нам врач, да? Посмотрите обязательно это интервью, послушайте тон, да, взгляда этих людей на Украину и всегда вспоминайте людей, которые говорили о том, что Украина может существовать только в рамках західних интеграційных объединений. Тем людям недостижимы, там, не находятся в их поле зрения, не попадают мысли о том, что э, очень плохо находиться в сфере влияния такой невероятно могущественной, наверное, самой могущественной, потому что самой богатой силы в мире, да, это абсолютно разрушительно. Что, в принципе, и произошло. Теперь, ну, остается только вот это мотать на себя вот это все говно и никуда от него не деться. Ну, в общем, да, рассуждаю, что да, в 60 лет, блядь, выходит на пенсию. Ты представляешь, 60 лет пенсионный возраст. Наверное, было бы еще неплохо сказать, что 60 лет, при этом еще и опять-таки нашу работу с европейской работой сравнивать не надо. Я думаю, это понятно из тех, кто знает, как здесь работа выглядела, да. Все-таки мы же не можем выбросить последние 30 лет, да, когда жестко деградировал, типа, жестко деградировала среда вот этой работы, да, условия работы людей. Но тем не менее, наверное, не лишним было бы сказать, что да, не очень, наверное, высокий, не очень высокий, но продолжительность жизни и, собственно, сама пенсия, да, то есть она при этом самая низкая в этой Европе. Вот это было бы не лишним добавить, да. Это было бы не лишним добавить. При том, что, ну, это мелочи будут, если я скажу, что президент говорил уже о том, что американские деньги конкретно не идут на выплаты пенсий. Ну, оно, наверное, так, но мы понимаем, что, ну, это как бы сообщающиеся сосуды, да, если мы тратим куда-то больше денег, то больше денег нам понадобится потом в других сферах, больше будет дефицит, больше денег все равно придется выделять. Но, тем не менее, это, конечно, очень лицемерно, очень оскорбительно и очень обидно, потому что ничего нельзя с этим унижением сделать. И люди все равно, как ослы, блядь, бьются у эти двери и будут биться еще очень долго. Они нахуй обречены абсолютно. Э,
а им будут вот так прям в макитру туда плевать, прям в темечко. Ну, в общем, вот так. Просто я понимаю, что это там посмотрит какой-то среднестатистический, естественно, очень тупой американец, его выводы, да. Украинские пенсы уже в каких-то 60 лет человой, видимо, жизни до этого, ну, там они сравнивают Украину с Польшей, ну, раз в Украине такое очко, наверное, они нихуя не работали, эти люди, то есть не то, что там наверное, нихуя особо не напрягались. И вот в 60 лет они уже на наши бабки американских налогоплательщиков выходят на пенсию. И, естественно, их представление о пенсионере, оно, ну, их пенсионере, который, выйдя на пенсию, уходит, что называется, на заслуженный отдых. Он едет дергать, блядь, однорукого бандита. Он, ну, отдыхает, блядь, заслуженный отдых у него. Он там путешествует. Ну, вы знаете, все эти истории абсолютно охуевших наших бешенцев, которые поехали в Европу и увидели тех пенсов, которые реально отдыхают на старости лет, а не так, как у нас, побираются по мусоркам, продолжают работать дальше, потому что на 2500 гривен, 50 с чем-то долларов, 60 долларов, выжить, блядь, невозможно, естественно, естественно. Ну и это то, что я сказал, ну, конечно, опять-таки, за зоной их внимания, да. Они, конечно, представляют вот этого западного пенсионера, когда слышат вот эту информацию. Это дико. Ну, в общем, вот так. Ну да, взорвали студию The Gays вот этого. Я посмотрел, ну, чуть реже стали видео выходить, то было по 2 в день, теперь по одному в день. Ранили, как я понял, сторожа. Ну, вот так. Опять-таки, нельзя не сказать, что, ну, я там не углублялся, но, видимо, действительно, вот эта тема дедовская в России до сих пор работает, что они считают, ну, это, наверное, же был целенаправленный удар по этим э, телекомпаниям, я не знаю, как сказать, ну, вот этим медиа. Мне кажется, на них всем похуй. И это, ну, чисто из вопроса циничного, да, экономического, стоимость той ракеты, ну, абсолютно неоправданный запуск ее был на эти сраные студии. Это мне просто напоминает, я говорил, что это, ну, все-таки говорит о их дедовской оптике, да, когда они бомбили телевышку в начале войны. И до сих пор, видать, это как бы, это восприятие мира в них и живет. Посчитали, что это очень важно. Канал Freedom, канал Хуидом и вот это The Gays. Ну, в общем, вот так. Друзья, это все новости и все, что я вам хотел сегодня сказать. Я почитаю, что вы написали в чате и выключаю стрим. Что за The Gays? Можно поподробнее? Ну, не гейс как геи, а гейс как, не знаю, как газета, блядь. Ну, це такий проект казенного медіа, типа англомовные украинские медиа. Ну, полный провал, они взяли там какую-то тиктокершу, смотрит, типа, там, меньше, чем меня, людей, эту хуйню. Но на нее там какие-то ебанутые, ну, по меркам таких результатов, ебанутые казенные деньги выделяются, естественно, розворовуються. Естественно, розворовуються. І це все під час війни. Це все, поки там люди нахуй, ну, вот я показывал тут, пограничники с юга Украины собирают на носилки, на шприцы, ну, то есть на самую медицину такую первой необходимости. Они там такие бабки тратят на такую хуйню, еще, естественно, они воруются. При этом вам там будут лезть в глаза по любой какой-то самой незначительной хуйне, типа российской музыки, еще какой-то поеботы. Ну, в общем, неважно. Ну, причем эти же люди, кстати, которые участвуют в разворовывании этих денег, да, на этом загезе, этих же ведущих. Вы можете послушать их там охуенные мысли, ну, а касательно этой самой Юли, у меня с ней было интервью, где-то там оно валяется в аналах Ютуба. Так, хорошо. Обоюнда, обоюнда. Ну да, я тоже, честно говоря, ну понятно, это вопрос, скажем так, усмирения Украины. Если бы все было честно, ебать, если у вас есть фамилии этих людей, коррупционеров, вводите на них санкции прямо сегодня. Давайте узнаем их имена, давайте узнаем, в чем их обвиняют. Президент Зеленский, блядь, направо-налево раздает санкции лично через РНБО. Он журналистов, похуй, народных депутатов похуй, своих политических оппонентов вообще ничего не значит. На всех направо-налево лишает их средств к существованию. В чем вопрос, непонятно. Как тебе нравится стиль юмора Белковского и как относишься к нему в целом? Ну, в целом, скорее не нравится.
Хотя не то, чтобы я много слежу, но вот это было, по-моему, охуенно смешно. Что не ясно с тарифами? Трампыня валит рынок, чтобы закупиться на низах и залутать миллиарды. Не, ну сейчас же принято делать скам-монеты для этого криптовалютные. Хотя подождите, уже же такое было у него. Желаю тебе дорасти до левела, когда сможешь участвовать в потужной схемке, чтобы на все хватало и не хворал. Спасибо, не надо. Я думаю, это можно было бы обеспечить, в принципе, но мне кажется, это не лучшее, что может быть вообще в жизни. Это хуёво реально. Ну, у каждого свои ценности. Скам на крипте это для жалких, воротил миллионеров, для президента топ-страны это не уровень, согласен. Їх міністр фінансів нинішній самий адекватний серед них, може крім Рубіо. Але він наче хоче йти в відставку, тому те, що чув від нього в інтерв'ю, це саме адекватне, що ми почуємо від цієї адміністрації. Ну, понятно, що вони нас не люблять, но просто, понимаешь, блядь, ну все равно очень это несправедливо. Есть определенно серьезная заслуга американского государства в том, в какой ситуации мы оказались. И там, где он рассказывает про то, как Польша охуенно поднялась и как мы охуенно пососали, а виноваты в этом наши клиптоманы и что-то там еще, все не так, все не так просто. На самом деле там есть серьезный вклад этих денег американских налогоплательщиков, немалый, да, и, скажем так, курса американской внешней политики. А сейчас, типа, ну они ж сами ебанашки, посмотрите, пенсии, блядь, повкручивали, там жируют, деды у них, это все за наши деньги. Это все неправда и несправедливо абсолютно. Ну, это, в принципе, забить. Це що горохом о стену. Все равно наш народ нихуя не пойме, нихуя не хочет понимать. Он будет, блядь, расшибаться. И все. Не, я просто понимаю, конечно, что, может, это там не... Ну, видно, что они немного шокированы, да, скажем, если это можно так назвать, прямолинейностью, да, Такера Карсона. Ну, то есть, понятно, что он задает градус, ну, украинофобии, наверное, но страны Балтии это буквально такое себе место в целом. Не понимаю, какие успехи. Евросоюз, НАТО, можешь говорить, что хочешь, можешь делать, что хочешь, ну, в смысле, не гражданин, а страна сама может исполнять, что захочет. Ну, вот, все, что говорят про Европу, там почти все есть. Мечта. Непонятно только, как она связана с Украиной, но... Не, ну понятно, как связана нашей ценой во многом эти достижения. Не, до успехов нет никаких, Двайстер, просто плохо, когда эти люди так об этом говорят. Думаєш, Такеру платять ці своїм ентузіаї, это робить. І это ягоний світоpoгляд такий, думаю, это его реально світогляд такий, думаю, это реально... Думаю, он, ну, реально такой, но... Нам от этого лучше или хуже, я не знаю. Но я вам точно советую посмотреть это интервью. Хотя бы ту часть про Украину, она там занимает 5 минут. 5 минут позора. Узнаете заодно за пенсии, блядь. А то, може, ви не знаєте, а вони є. Это они еще не в курсе про, ну, реально позорную абсолютно практику. Наши пенсии для прокуроров, наши пенсии для там разных топ-ментов, наши пенсии для судей. Вот это бы они охуели, конечно. Этих людей надо штрафовать, блядь, пожизненно, да, репарации им навязывать, а мы им пенсии, блядь, раздаем. Ладно, короче. Об этом, блядь, невозможно думать. Вот это настоящий брейнрот. От этой хуйни, от того, что есть в Украине, от него гниет, блядь, мозг по-настоящему. Нихуя это не тралалейру, тралала. Это, блядь, реально нахуй разлагает мозг, блядь, по полной программе. Короче, да, всем пока. Люблю, целую. До встречи, наверное, послезавтра, хотя я уже нихуя не гарантирую.